Осторожно, где ждет вас опасность? Давайте посмотрим вместе, мои дорогие мальчишки. Как всегда, с вами Вика и новый расклад Таро для мужчин. Настраивайтесь на расклад. Для энергообмена ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, делитесь видео с друзьями и смотрим, в каких вы энергиях находитесь. А для записи на личный расклад и на диагностику негатива телефон под видео. Мне показано опять-таки уже не первый раз у нас выпадает сигнификация, да, ну может быть потому что многие меня постоянно смотрят, за что вам большое спасибо. Показано, что вы человек, который связан каким-то образом с дорогой. Либо же вы часто ездите за рулем сами, да, может быть, вы по работе ездите, это могут быть командировки. Может еще проиграться, что вы сейчас в отъезде, либо же вот приехали недавно, планируете отъезд. Ну, то есть вот дороги, вот как-то с дорогой связаны. Вы человек, который постоянно вот в течение жизни, может быть, учится, подучивается. Могут проиграться какие-то еще перемены у вас, знаете, вот даже в профессии. Может быть, вы недавно поменяли работу, профессию, перешли на другую должность какую-то. Вы постоянно познаете этот мир, и это, в общем-то, хорошо, потому что вы человек довольно эрудированный, вы человек, который, ну, довольно любознательный, вы даже для себя порой интересуетесь многими разными вещами. С вами всегда интересно поговорить, с вами точно не соскучишься, потому что, ну, вы реально, вот, я не знаю, мне хочется вас назвать ходячий Google. Давайте-ка сделаем маленький опрос. Напишите, пожалуйста, в комментариях, чем вот вы интересуетесь больше всего. Какой тематикой? Может быть, это какое-то одно направление, может быть, несколько. Вот пишите, ребят, все пишите. Вы знаете, что чем больше вашего актива, комментариев, лайков, да, подписок, то и больше продвигается и канал, и видео. И, конечно же, мне тоже интересно всегда читать ваши истории. Вы знаете, что я всегда хотя бы смайликом хоть как-то, но реагирую. Итак, дальше погнали. Вы человек, который познал много вранья и предательства в своей жизни. Ну, здесь даже как бы нечего даже и сказать, потому что это было предательство прежде всего, ну, это от вашей женщины. Предательство, ну, скорее всего, это от жены, неважно, в браке вы были, это гражданский брак, может быть, у кого-то это были просто длительные, серьезные отношения, вы планировали жениться на этой женщине, но, как говорится, высшие силы вас отвели, да, потому что женщина еще до брака могла обмануть вас и не допустила этой ошибки. Вы человек, который, сейчас я уточню, знаете, вы могли добиться многих успехов, достижений. У кого-то это может проиграться, что вы уже реально добились чего-то, да, может быть, каких-то карьерных высот, может быть, заработали много-много денежек, да, купили то, что вы хотели, там, квартиры, машины, ну, у каждого свои предпочтения. У тех же, кто еще не добился этого, но я вам скажу, что у вас были и, в общем-то, у кого-то даже остаются, но опять же, здесь и возраст, здесь все связано. Остаются много шансов, когда вы сможете еще добиться. Понимаете? Я вот забегая вперед, я сразу же сказала, что это еще зависит и от того, ну, конечно, сколько вам лет, да, если вам там за 60, за 70, ну, понятно, что уже очень большой такой отрезок жизни прожит, и, ну, можно попытаться, но можно просто, ну, как бы не успеть добиться того, чего вы хотели бы, да, просто, ну, в силу возраста, да. Вы вообще такой фартовый человек, вы часто побеждали по жизни. Это могут быть разные ситуации, начиная от каких-то соревнований в жизни, да, вот просто по жизни я не беру сейчас во внимание последнее время. Вы могли занимать какие-то призовые места где-то там на олимпиадах, на соревнованиях. Вы могли выигрывать разные конкурсы. Вы могли, я не знаю, там на работе, допустим, быть, ну, такой передовик труда, что вам
внепланово давали, может быть, премию, да, вот на зависть всем другим. Ну, то есть вы такой вообще фартовый. Ваше такое временное, может быть, одиночество, которое кому-то из вас очень и очень тяжело дается, либо же давалось, это ваше такое спасение, это помощь высших сил, это, ну, реально, это протянутая рука небес, потому что вас выдернули из вранья, из токсичных отношений. Кто-то из вас уже об этом понял, кто-то поймет попозже, но все, что не делается к лучшему, это 100%. Далее, что еще у вас есть армейские друзья среди вас? Знаете, вот вы человек, который абсолютно не боится работы. Кто-то из вас действительно даже работает, может быть, тяжело физически работает, но вас это не пугает, потому что, ну, пока вот по-другому вы не можете. Может быть, нет альтернатива, может быть, нет другой работы, да, вот чтобы перейти на более такую легкую работу, но тем не менее вас работа не пугает. Если нужно для кого-то это делать, впахивать, да, то вы готовы. Опять-таки мне показано, да, что, ну, в принципе, я уже немножко это озвучила, что новый жизненный этап, который у вас начался, ох, какой, из какого вранья вы вышли, ребят. Новый жизненный этап давался вам очень и очень тяжело. Было много страхов перед будущим. Может быть, у кого-то сейчас вы проходите вот такие страхи, внутренние мучения, депрессии, потому что недавно, может быть, вы кто-то разошлись. Но опять же мне показывает, что ностальгия по прошлому очень и очень сильна. Это может быть ностальгия по прежним отношениям, ностальгия по прежним временам. Кстати, тоже эта карта у нас частенько показана в сигнификации, да, что вот вы, многие не отпускаете прошлого, многие живете прошлым, и из-за этого, ну, немножко тормозите будущее. Поэтому, ребят, кто пытается держать в голове, постоянно думать о прошлом, вот пытайтесь отвлекаться, потому что вы не впускайте в свою жизнь новых людей, новые отношения, потому что живете прошлым, вы тормозите наступление тех событий, которые могли бы сделать вас счастливым в том числе. Так, какие страхи? Есть из вас кто-то, кто, может быть, либо сейчас находится, либо же вот вы пережили такой момент. Но это скорее касается, опять же, работы, да, здесь страх потерять работу, здесь может быть сокращение, здесь мог стоять вопрос, что нужно либо увольняться, либо же переходить, ну, я не знаю, опять же, в другой отдел, на другую должность, да, вот иначе по деньгам будет очень туго. Могут вам обещать, рассказывать, что вот зарплату повысим, да, но здесь вот скорее может проиграться такая не очень красивая ситуация с деньгами, поэтому я думаю, кто-то из вас либо же уже перешел на другую работу, либо же планирует переходить, тоже это может быть. Итак, погнали, давайте смотреть, где же вас ждет опасность. Давайте-ка я буду, как всегда, разные ситуации рассказывать, а вы будете переворачивать под себя, кому... Ой, кто-то ко мне спешит. Переворачивать под себя и кому что подходит. Итак, чего вам нужно опасаться? Ребята, которые находятся, мои ребята, я постоянно делаю акцент, мои ребята, которые находятся там, где горячо, будет опасная ситуация, будет тяжелая ситуация, да, нужно держать ухо востро, будет какая-то, ну, такая, может быть, спецоперация, я не знаю, я не буду озвучивать это прямо в эфире, но, может быть, придется как-то менять свои, ну, я не знаю, как оно называется, передислоцироваться, да, вот перемещаться как-то будете. Очень будет такой напряжный период, но вы выиграете. Но будьте осторожны, потому что будет действительно горячо. Будет непросто, но вы выстоите. Просто берегите себя. Потребуется много сил, много нервов уйдет, потому что, опять же, будет, ну, реально будет горячо. А там, где горячо, там, конечно, и страх, там и отчаяние,
Там разные нехорошие ощущения, но все будет хорошо, ребят. Главное это пережить, но будьте осторожны. Далее, кого ждет опасность? Где? Сейчас я еще хочу уточнить один момент. Те из вас, которые находятся, может быть, на грани развода, может быть, вы планируете разойтись уже, да, либо же недавно разошлись с женщиной, ну, здесь стопроцентная любительница денег и всего материального, пусть вас не пугает будущее. Потому что вам может на фоне стресса, на фоне переживаний казаться, что все, жизнь потеряна, что, как говорят, везде вокруг одни враги, да. Вам нужно будет, ну, скорее обратиться, я думаю, либо же к невропатологу, может быть, кому-то к психологу, да, вот, ну, психиатр это уже в последнюю очередь, если понадобится. Потому что здесь может от отчаяния кому-то, ну, просто сносить крышу. Я не пугаю, да, но здесь у страха глаза велики. Вот будет, может быть, казаться такие, знаете, но это скорее даже может быть и психиатрия у кого-то, когда какое-то, ну, такое наваждение, панические атаки могут быть. Может казаться, что кто-то за тобой следит, да, но все это на фоне стресса, потому что эту женщину вы очень сильно любили, очень много вкладывали с нее. Поэтому очень тяжело переживаете. Здесь опасность будет, скорее всего, для здоровья, ну, даже для нервно-психического здоровья. Поэтому, ребята, которые недавно развелись, разошлись, я делаю акцент именно на вас. Кто сейчас находится в очень острых таких вот переживаниях, может у кого-то проиграться вот в ближайшее будущее. Да, вот если вы разорвете свои отношения, да, переживаний будет много, но опасность именно для вашего нервно-психического здоровья. И лучше все-таки связаться с доктором, потому что, ну, могут быть последствия с бедствиями для вашей психики. Далее, где еще опасность? У кого-то из вас может быть опасность в дороге, ребят. Кто много ездит, смотрите. Это касается даже, я делаю акцент, это может касаться не только гражданских, но и ребят, моих ребят, опять же, которые там, где горячо, может быть опасность удара в дороге, вы понимаете, те самые прилеты и так далее. Поэтому очень будьте бдительны. У кого-то может проиграться, что, ну, скорее это может быть такая легкая аварийная какая-то ситуация. Это не значит, что вы там куда-то врежетесь, да. Это может быть, ну, какая-то поломка машины в дороге, да. То есть, ну, такая потенциальная опасность, что можно было попасть в аварию, но я думаю, вы это все предотвратите. Может быть, там какой-то звук мотора не такой, да, где-то что-то гремит, тарахтит в машине, ну, в таком плане, да, я утрирую немножко. Но, тем не менее, будьте очень бдительны, если слышите какой-то посторонний звук, шум, там, грохот какой-то в машине, лучше остановитесь, да, лучше пусть там вас кто-то, как это называется, боже, я забыла это слово, в общем, на тросе, да, вот как вы знаете, одна машина тянет другую, забыла, как это называется. Пусть, либо же эвакуатор вызовите, и пусть вас куда-то переместят, да, может быть, какой-то автосервис и так далее. Далее еще какая опасность вас предостерегает? Женщина, с которой вы, может быть, ну, такие на ножах. Это может быть женщина из прошлого, с которой вы на расстоянии, с которой вы не хотите общаться, но, может быть, либо приходится общаться, либо вы очень редко стараетесь общаться, потому что вам неприятно. От этой женщины нужно, скорее всего, да, это семейная карта, вот вы жили, скорее всего, с ней. Лучше держаться от нее подальше. И я не исключаю, что вы можете узнать много интересного о себе. Ну, то есть какие-то сплетни, гадости какие-то, да. Это не то чтобы опасность, ну, это скорее противно, да, вот это услышать такие сплетни. Я думаю, даже кто-то из вас попытается закрыть ей рот разными способами, потому что
узнаете, ну, что-то очень-очень нехорошее, то, чего вам точно не понравится. То есть, ну, это такая женская маленькая месть, глупая, смешная, но просто будет мерзко и противно, когда вы об этом узнаете. Какая еще опасность? Смотрите, опасность несчастного случая, ребят. Когда вы ходите из дому, проверяйте все розетки, все бытовые приборы, все ли выключено. Здесь может проиграться, начиная от пожара, замыкания, удара молнии. Плюс еще может у кого-то проиграться травма. Падение с высоты, ребят. Особенно те, которые работают, может быть, ну, строители, допустим, да, может быть, вы крановщик там, к примеру, либо просто строитель. Будьте очень-очень бдительны, потому что может быть угроза падения с высоты. Ну, и вы сами понимаете, вытекающие последствия. Далее, те из вас, которые, может быть, немножечко так дружат периодически с рюмочкой, но здесь нужно быть осторожным, потому что может быть банально отравление. Знаете, как где-то в подполье делают эти рюмочки, бутылочки. А потом люди лежат в реанимации, потому что травятся. Непонятно, что туда набодяжат. Поэтому тоже будьте бдительны. Опасность, ну, здесь для здоровья. Причем опасность очень сильная может быть. Ну, давайте еще один момент какой-то посмотрим, что еще может быть опасного у вас. У кого-то из вас есть нерешенное важное для вас дело. Опять же, у каждого это разное что-то, начиная от юридических дел, заканчивая, может быть, по работе, да, какие-то вот тяжелые переживательные моменты. Здесь есть опасность, но, скорее всего, это, да, больше по работе мне идет. Может быть подстава. Может быть подстава от человека, который, ну, то ли метит на ваше место, то ли хочет как-то вас подсидеть, да, может быть, вы когда-то конфликтовали, не очень хорошие у вас отношения. Человек может настраивать против вас начальство, там, других коллег. Ну, реально может такая не очень хорошая атмосфера быть, поэтому здесь просто опасность для, но опять же, для внутреннего такого самоощущения, что ли, да, потому что будет тяжело, напряжно работать. Вот у кого это проиграется, может быть, как раз вот о вас я вот и говорила в начале расклада, что захочется поменять работу, потому что вы поймете, что если дальше так будет продолжаться, вы просто не сможете, вот морально вы не выдержите. То, что работать, впахивать вы можете, это одно. Но то, что если какие-то гадости, если какая-то нездоровая атмосфера, это совершенно другое. И опять-таки мне показано, у кого-то из вас есть опасность от магии. То есть на ком-то из вас есть магическое воздействие. Это, скорее всего, любовная магия. Это могут быть привороты, отвороты, это могут быть порчи на одиночество. Поэтому, если вы что-то по себе чувствуете, да, либо же вы долго не можете личную жизнь наладить, либо же все женщины от вас отлетают, да, вы, ну, не можете устроить личную жизнь, то лучше тогда уже запишитесь на диагностику. И тогда, если потребуется, здесь без чистки, я думаю, не обойдешься. Потому что опасность от магии, просто опасность та, что вы не устроите личную жизнь. А оставаться навсегда в одиночестве, я думаю, ну не хочет никто, наверное. Примеряйте под себя, мои хорошие, кому что подходит. Вот такой был сегодня расклад. Кому понравился, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, делитесь видео с друзьями. И всем пока!